Всем по привету, ребята, с вами Руслан на связи. Сегодня у меня позитивные новости. 2 апреля 2024 года у меня был драйвер теории тест, сдавал его впервые, и я его прошел. То есть из 40 вопросов правильно я ответил на 38. Сами ирландцы, конечно, были немножко удивлены, потому что таких экземпляров, как я, которые в переводе, да, с наушниками издали в первый раз, короче, они такого, я так понял, редко встречали, потому что они были очень удивлены. Ребята, я в этом видео расскажу весь процесс от А до Я, как я заходил, регистрировался, какая атмосфера в этих, да, классах, то есть в этой комнате, что происходит, как вас обыскивают, там, и металлоискателем обыскивают, и в уши заглядывают, то есть там такой, знаете, процесс, как будто ты заходишь в какую-то секретную лабораторию, вот реально, это было очень удивительно, меня так, я не знаю, где обыскивали, я даже не знаю, ну, в аэропорту, наверное, когда у меня там, я проходил этот металла типа детектор, и у меня запиликало, да, меня там просили снять обувь и так далее, то есть тут почти то же самое было, даже в уши заглядывали, то есть волосы, в капюшон, то есть, ну, я подробнее расскажу все в видео, эмоции переполняют, сдал тест, как говорится, второй этап готов, первый был это, конечно же, подготовиться к нему, начать учить правила. Второй этап это вот мы сдали тестик, мы молодцы. Третий этап, теперь нужно получить нам ученические права, то есть права лернера. В следующем видео я покажу, как подаваться на эти права в онлайне. То есть будет интересно. Надеюсь, мой экспириенс, мой опыт, мои эмоции кому-то помогут тоже. И они тоже будут идти со мной к этой цели, да, к получению ирландских прав. Также в описании к этому видео будет мое первое видео, как я рассказывал, как я подготавливался к тесту. И будет плейлист полностью посвященный, да, вождению, то есть водительским правам в Ирландии. То есть вы сможете перейти и все мои ролики посмотреть от А до Я и идти со мной по этому сложному пути. Ребята, внимание, внимание! Ну а теперь конкурс. Ну, конечно же, ребята, вот этот прекрасный диск я хочу подарить одному из моих подписчиков, ребята. Я его покупал вот на официальном сайте, да, цена его 22 евро. Я лично отправлю его тому, кто выиграет этот диск, то есть неважно, где он будет находиться, в Ирландии, в Германии, в Украине, мне все равно, я отправлю за свой счет вам этот диск, чтобы вы изучали теорию вождения, да, ирландскую, то есть, конечно, лучше, чтобы человек выиграл, который находится в Ирландии, который тоже шел бы к этому пути, да, но как будет, так будет. Ребята, условия обычные, вы должны быть подписаны на мой YouTube канал и подписаны на мой Instagram. Вот он, и так же самое будет ссылочка в описании. Розыгрыш будет 20 апреля у нас. В онлайне я запущу онлайн-трансляцию на YouTube канале и, ну, запишу эту трансляцию. Кто подключится, тот подключится. Трансляция будет где-то, не знаю, в 12 или в час дня, так что имейте в виду. Заходите, что нужно сделать, просто в комментариях под этим видео написать «хочу диск» и свой никнейм в Инстаграме, вы понимаете, да? И обратно же быть подписанным на YouTube канал и на мой Инстаграм. Как я буду проверять? То есть рандомно из всех комментариев выберется, одного выберет человека рандомная программа, да, и после этого я проверю, подписан ли он на меня на YouTube канале, и сразу по его никнейму в Инстаграме я проверю, подписан ли он на меня в Инстаграме. Если все условия будут, как говорится, сделаны, то я сразу в онлайн режиме подпишусь на этого человека и напишу ему сообщение, что он выиграл, то есть и жду от него, как говорится, адреса и сразу отправлю в течение пару дней этот диск новому обладателю. Этот диск мне очень помог, потому что он официальный. Я учился по нему, было тяжело, да, кто-то скажет, как же ты учился, ну, вот так вот брал телефончик, переводил на штативе, то есть, да, было все сложно, но с первого раза, как видите, если долго мучиться, что-нибудь получится. Так что, надеюсь, этот конкурс и этот диск будет полезен, да, всем нам. Подписывайтесь на мой канал и пишите в комментариях «хочу диск» на любой украинской мове, российской, на английский, как хотите. И свой никнейм в Инстаграме, ребята. И условия: подписка на мой канал и подписка на Инстаграмчик. Еще раз, надеюсь, этот диск кому-то поможет по жизни, и он так же, как и я, сможет с первого раза сдать этот тест по теории вождения. Так, ну что, начнем, да, обсуждение того,
Как все происходит, ребята, приходите вы в вот такие вот специальные центры, да, DTT, RSA, да, и, я так понимаю, Prometric, это вот эта компания, да, которая с ними сотрудничает, которая открывает вот эти вот центры, да, она как подрядчик, то есть это часто так в Ирландии, что государственными, да, делами занимаются различные подрядчики, то есть смотрите, приходите вы в вот этот вот центр, да, везде они есть в больших городах, то есть их огромное количество. То есть регистрироваться я рассказывал, как на этот тест с помощью онлайна я делал. Видео будет вот здесь, как говорится, вверху, и в описании будет целый плейлист. То есть там будет плейлист о вождении, как получить права, да, в Ирландии. То есть переходите, подписывайтесь на этот плейлист и смотрите все видео там подробно по шагам, да, вот первый шаг это было вот теория, сейчас я расскажу, как изучать, да, и чтобы записаться на драйвер-тест. А вот сейчас записываю видео уже, получается, после того, как я сдал тест, и расскажу про все эмоции, которые были на данном тесте. Приходите вы сюда на назначенное время за 15 лучше минут заранее, потому что там бывает очередь, и два, не так все быстро, как кажется. То есть вас должны идентифицировать, то есть там конкретная проверка. Короче, заходите в эти прекрасные дверки, у вас может быть другие. Заходим, есть там прекрасная тетя, столик, и вас подзывает, вас спрашивают свою фамилию, у нее там уже выложены вот так вот в ряд, знаете, листики, то есть я понимаю, что, ну, так, по очереди она, оп, имя, опа, Руслан, да, опа, ну, она назвала до этого другое имя, потом следующее мое Руслан, то есть, значит, я немножко раньше пришел, да, а того человечка еще, который передо мной, не было. Я подхожу, я регистрировался с помощью, то есть я указывал свой паблик сервис карт, вы можете или Public Service карту указывать, либо карту ARP, то есть другого варианта нет. С помощью желтого листа, как я понял, это сделать невозможно. Нужно ли иметь либо Public Service карт, либо ARP карту, то есть с помощью, если у вас нет ни того, ни другого, то с помощью просто одного желтого листа такой функции на сайте регистрации на самом сайте не написано. Она говорит, предоставьте свой, да, ID, то есть свой идентификатор, да, личности, то есть, который вы указали при регистрации. У нее уже форма, она видит все ваши данные. То есть я предоставил эту карточку. У нее есть вот такое вот специальное, знаете, такое вот увеличительное стекло. Она берет увеличительное стекло вот так вот и давай смотреть его, разглядывать. То есть там, чтобы все голограммы, то есть, чтобы никакой подделки не было, это первое. Дальше она попросила меня снять очки. Она поставила возле меня вот эту вот прекрасную, да, карточку, то есть, и давай смотреть на меня туда-сюда. Все, контакт есть. Следующий момент, это она проверила все мои данные, то есть продиктовала мне, все ли правильно у нас написано. Дальше тщательно проверила имя и фамилию. Если вы при регистрации сделали хотя бы одну ошибку, все, до свидания, до побачення, goodbye просто. И сейчас расскажу почему. Это не допускается, первое. А второе, смотрите прикол, да, вы должны увидеть это. То есть вы видите мою роспись вот здесь, да, видно вам, да? Она такая не от того, что я полностью, да, криворукий, то есть, ну, как бы, да, я левша, конечно, да, почерк у меня не очень, но когда мы оформляли вот эту карточку, кто ее оформлял, вы знаете, да, там вы подписываетесь электронно, то есть у вас электронное табло, и вы делаете роспись свою электронную. Вот это табло, оно до такой степени глючило, я делал раза 3-4, то есть у меня не получалось лучше. Я говорю, ну у меня не получается, у вас don't work, эта машина не работает абсолютно. Он говорит, да я знаю, типа, ну что я могу поделать, ну пусть будет так, как будет, нормально, типа, сойдет. Ну я думаю, ну ладно, сойдет, ну что здесь, корлючка за корлючка, да. Ну, ребята, смотрите, что делает эта тетя в конце, говорит, все, сигнатура, здесь подпишитесь и дату напишите, все дела. Я подписываюсь просто обычно, как, ну, нормально, а не вот такая кривая, косая подпись. Она берет, сравнивает, берет карточку вот эту и смотрит. И она говорит, no, как это? Говорит, тут не такая, не похожу. Я смотрю, я говорю, объясняю, я говорю, ну это так получилось. Она говорит, нет, надо так. Я делаю еще раз, то есть еще раз подписываюсь ниже. Он говорит, нет, говорит, ты должен сделать так, как вот здесь. Вы вдумайтесь? Вот это с третьего раза я там вот так вот уже еле-еле, короче, вел этой ручкой. Говорит, ну, хорошо, окей, все, нормально. Вы понимаете уровень? Так что я вам советую, чтобы все документы, все закорлючки там, чтобы ваша карточка была не покоцанная и так далее. Потому что там ребята проверяют очень все тщательно, чтобы никто не пришел за тебя и чтобы документы были не поддельные. Прошли мы этот этап.
Дальше нам стоит такой бокс, ну, то есть камеры хранения, вы поняли, да? Камеры хранения, то есть как просто в обычном, можно сказать, как у нас в АТБшке, да, просто камера хранения с ключами. И ключики с номерками. Она говорит, выбирай себе любую, эту, как его, специальный этот бокс, да, то есть камеру эту хранения, любой номер. Я выбрал номер 4. Берешь ключик, подносишь ей, она берет, записывает этот номер тебе тоже туда, в твою форму, что это твоя именно была ячейка. В следующий момент она говорит, снимаем все. То есть, если ты был в курточке, то курточку. Только оставляем, там, например, ну вот свитер, да, у вас. У меня была просто сверху худи была, а сверху худи, то есть, была жилетка. Она говорит, жилетку снимаем, то есть, жилетка, да, ну, безрукавка. Жилетку снимаем, кепку снимаем, то есть, очки, понятно, оставляем. Ну, про очки дальше расскажу, как их проверяли. Следующий момент. Все полностью там. Есть часы, Apple Watch обычные, все снимаем. Украшения снимаем. То есть все лишнее, все девайсы, телефон, полностью все туда. Водичку я взял с тобой маленькую, знаете, такая вот в Tesco есть. Такие они маленькие, вообще там не знаю сколько, 200 или сколько, там 300 граммчиков. Такие маленькие бутылочки. Думаю, возьму с собой, ну на всякий случай. Я говорю, можно? Нет, ни воду, ничего, вообще все просто. Туда запихиваешь, закрываешь и потом ключик ей обратно подносишь. После этого она видит, что ты все положил, говорит, садитесь на стулочку и отдает вам вашу карточку с ключом. То есть у вас карточка и ключ у вас в руке. Вы сидите и ждете своей очереди. То есть называют ваше имя, называют мое имя. Ну, они так говорят, необычно так. Руслан, Руслан. Там не Руслан, они же не могут, тогда они так как-то ударение делают, ну, на другой слог, так смешно. Я захожу, и там тоже прекрасная женщина. У нее так вот 3 монитора, куча процессоров таких вот, ну, мощные там все там, камеры со всех сторон, полностью со всех сторон. И смотрю, на столике лежит металлодетектор, ну, то есть металл вот этот искатель, знаете, да, ты проверяет, знаете, как то в клубах, проверяет такая она, как палка, да. Садимся мы на стульчик, спрашивает обратно же, она проверяет еще раз. Скажите свою фамилию, имя, где живете, дату рождения. То есть все это она обратно перепроверила. Еще раз на вас посмотрела, она еще раз взяла карточку прекрасную, на вас посмотрела, на ваше личико. После этого, когда она убедилась, что это вы, сказала снять мне очки. И у нее так, вот вы сидите на стуле напротив нее, и у нее так вот камера такая, так, веб-камера такая, видно, такая мощная. И она такая, знаете, как у меня микрофон, да, видите, она вот это вот двигается. Вот так вот у нее камера двигается. То есть она выставляет, говорит смотреть в камеру, она вас фотографирует сразу. То есть вы видели, да, у меня на результате моя фотография. То есть вот эта фотография идет дальше, и вот эта фотография будет вставлена в мои ученические права. То есть она сразу вас фотографирует сразу, потому что, как вы знаете, этот тест, он не бесплатен. 45 евро стоит, чтобы его просто, ну, вас допустили к этому тесту. Если вы не сдали, обратно 45. Не сдали, обратно 45. То есть так можно до бесконечности, пока у вас не будет правильно, ну, результат правильный для прохождения, то есть вы не пройдете. В первом видео, обратно же, кто не понимает, о чем я говорю, есть ссылочка в описании, переходите на это видео, где я рассказывал, как я готовился и все моменты по тесту, да, у вас 40 вопросов, и вы можете сделать только 5 ошибочек. У меня, как вы знаете, я вам показывал, у меня 38 правильных, то есть у меня всего лишь 2 ошибки. Ну, дальше я расскажу, почему так получилось. По идее, там тоже были вопросы не слишком сложные, но немножко они все-таки там меняют формулировочку, но об этом дальше. Следующий моментик — это проверка уже вашего, как говорится, всего, да, карманов, что-либо у вас осталось, либо нет. То есть следующий этап — это полная проверка. То есть она говорит прям, становитесь вот здесь камера, чтобы она снимала, как я вас осматриваю. Главное, она все спрашивает, могу ли я сделать это. Обратно же, если вы скажете нет, но вас просто не допустят дальше, потому что вы не разрешили, да, по идее вы должны все разрешать. То есть первым этапом это мы выворачиваем карманы штанов, показываем дырку худи, то есть, ну, кенгурушка, вы понимаете, да, показал, раз, с другой стороны. Следующий этап — капюшон вывернуть, она смотрит. Дальше она попросила меня поднять руки, вот так, что нет ничего, и штанины поднять, что там тоже никаких лазеек нету. Следующий был момент, это
Она сказала, могу ли я вам заглянуть в уши. Я показал уши, она заглянула в уши. Следующий момент, очки, говорит, она не может их трогать, она не трогала, говорит, я не буду трогать, вы должны мне их показать. Я вот так вот их показал раз, и потом она взяла прекрасный свой металл, вот этот провела так вот типа по ним, что у них там нема никаких устройств, да, в них не вставлено, там, не знаю, не имплантировано. И следующий этап, она сказала, ну, станьте, руки по ширине плеч, да, и можно я вас проведу вот так вот этим металлоискателем, да, металлодетектором, наверное, так правильнее. Она провела, ну, как бы ничего не было, потому что я все снял, со мной ничего не было, все нормально, то есть все, она сказала, все хорошо, все окей, присаживаемся и ждем. То есть она пошла, а там комната, то есть получается вот так огромное стекло, полностью все из стекла, то есть и только дверь не стеклянная, то есть она полностью видит вот этот класс, где люди сдают. Там где-то, не знаю, с одного бока штук 5 или 6 компьютеров, и с другого, то есть вот так вот. И она прям все это видит. А компьютеры разделены, ну, такими, как, не знаю, что это, гипсокартон большой, вы понимаете, да, они так вот выдвинуты, то есть это не кабинки, а просто вот так вот выдвинуто, понимаете, да, перегородка просто между вами. То есть по факту ты не можешь, чтобы тебе заглянуть надо, тебе надо реально вот так вот отъехать и вот так это ж смотреть. Она по-любому это просечет, то есть это нет смысла там, или там вы будете пытаться у кого-то что спросить, это нереально. То есть она постоянно смотрит, она постоянно, как говорится, на чеку. И плюс везде со всех боков камеры, полностью, все в камерах, вот просто, везде все снимается, все фиксируется. Этого вы проходите, она говорит вам, проходим, я так понимаю, она запускала компьютер, она включала для меня программу, потому что я уже говорил, что я проходил этот тест с переводом, то есть я был в наушниках, то есть у меня был русский язык. Поддержка украинского языка там нету, есть только русский язык, ну еще куча там штук 10 различных языков, там и испанский, и бразильский, и арабский, ну английский, то понятное дело, русский, литовский я помню, польский я помню. Ну, еще парочку, я, как говорится, ну, не все вы можете на сайте ознакомиться, которые, какие языки там поддерживаются. Вы заходите в прекрасный вот этот вот класс, так можно сказать, да, в такую комнату, и там сидят люди. Там сидело человек, не знаю, может 5, может 6. И вот я был или пятый, да, или шестой, или седьмой там. То есть захожу, меня посадили в крайний, то есть самый последний, самый последний компьютер. Стоит компьютер, монитор, процессор внизу, клавиатура, мышка. И следующий момент, это стоит такой аппарат, вот такой вот, и там подключены наушники. Это аппарат подключен к компьютеру, получается. То есть это, понимаю, какой-то там ну, специальный аппарат для того, чтобы там встроены туда вот эти вот озвучка, да, перевод. То есть наушнички обычные, наушнички, лопухи, одеваешь, звук можно регулировать, то есть звук хорошо, все было слышно. То есть и следующий этап, она говорит, вот вам перевод. И перед тестом 15 минут вы ознакомливаетесь, то есть идет ознакомление по тому, что будет вообще. То есть в прямом смысле вам рассказывается, как будет проходить тест, что вы можете сделать там, вы можете вопрос пропустить, вы можете поставить галочку, что в конце потом добраться к этому вопросу, еще подумать. Что вы можете, кстати, когда уже даже все, когда написали даже уже финиш, типа готово, вам еще дают все-таки шанс отменить и еще раз пересмотреть все вопросы. То есть реально там ну, вот, сделано так, что человек, если сомневается, он еще может подумать. На тест вам дают 45 минут. Смотрите, ну, 15 минут вот этих вот ознакомительных, они не входят в 45, просто вы ознакомливаетесь с этой всей программой, вам прям там 10 или сколько пунктов, и прям я надел наушники, сразу же на русском языке мне переводится, то есть без проблем. И вы все реально понимаете, если у вас хотя бы есть базовое понимание, что такое компьютер, да, как пользоваться мышкой, по факту там только мышка нужна, клавиатура там не нужна. Все, то есть проблем уже с этим не будет. Лопушки одели, все слышно. Нужно вам повторение, нажали. То есть вообще не проблема. Короче, я всем советую, конечно же, вы можете вообще пропустить сразу вот это вот обучение вообще без проблем. Но я советую его пройти, как раз немножко успокоиться, знаете, потому что стресс, все эти проверки, немножко успокоиться и как раз почитать, вам расскажет, вы ничего не читаете, вам диктует все диктор, да, озвучка. Это тем, кто на английском языке, получается, им нужно все самим читать, а вам, получается, все диктуется, да. Такой момент. После того, как вы прошли типа обучение, последний пунктик, нажимаете, там будет финиш, чик и начать тест. Все, типа, go тест. Бум,
тест подгружается, вот так вот идет полосочка, то есть там, походу, рандомно выбирается, вы понимаете, вопросики, да, то есть оно же перемешивается, все, почти 800 вопросов. Они раз, 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 и потом бум, все, у вас 45 минут, 40 вопросов, и всего лишь 5 можете сделать ошибок. Если 6 ошибок, все, тест не пройден. То есть вам нужно ответить минимум на 35 вопросов правильно из 40. То есть я ответил на 38. И, как говорится, поехали, ребята. И погнали. Рассказываю, как перевод. Перевод отличный. Женский голос переводит. Отлично все слышно. Все корректно. Это вам не Google Translate. Многие вопросы даже, да, в чем была сложность, я когда переводил, вот реально было, ну, и даже есть же сервисы, вы знаете, которые типа там на русском языке, есть сервисы, я про них рассказывал, бесплатные, типа тоже теория-тест, по ним можно учиться, да. Но там тоже есть некорректный перевод. То есть я понимаю, что они тоже через программу все это перегоняли специально быстро, чтобы не индивидуально каждый вопрос. То есть, а там прям девушка переводит все четко. И я понимаю, что от того, что она говорит все четко, реально ты все понимаешь. Вот просто на изи, вот серьезно. Как это происходит? Вот вопрос, да? Она вам говорит вопрос. И она не говорит вам до тех пор, пока вы не нажмете динамик. То есть возле вопросика динамик. И возле каждого ответа, то есть 4 эти, как его, вот вопрос, да, и 4 ответа, один правильный. И возле каждого есть динамик. Нажали на динамик, все, вопросик диктуется. Все, она продиктовала, остановилась. И потом вы каждый ответик. Раз динамик А, раз динамик Б, С, Д, вы понимаете, да? То есть вы реально все четко, вы быстро все схватываете. То есть я думал, что будет намного сложнее. Я волновался по поводу того, какой будет перевод. Думаю, ужас, вдруг там будет что-то непонятно, вдруг там, ну кто там будет говорить. Но реально, ну, девушка, которая это делает, озвучку делала, да, наверное, это, ну, уже давно все это сделано. Это реально, ну, все отлично. Вот реально, у меня только один вопрос, с ним была проблема с пониманием, да, потому что такого перевода, такого вопроса я не слышал. Но я понимаю, что многие там на видео говорят, рассказывают о том, что многих вопросов вообще таких не было, которых я не учил. Нет, все вопросы есть. Вот в этом диске официальном, да, вот этом все вопросы есть. Но некоторые вопросы, они просто меняют, знаете, слова местами. Немножко смысл тот же, но вы понимаете, да? Как вы понимаете, от переменной, да, слагаемой сумма не меняется. Так само и здесь. То есть это, как говорится, немножко на интуицию, на логику. Вот и все. То есть вопрос тот же, просто меняется местами все. Ну там словечки и немножко смысл, да, то есть чтобы вас немножко запутать. Вот и все. Просто немножко нужно подумать. Именно заучивать вот эти 800 вопросов нет смысла, именно заучивать. Просто нужно немножко понять. Вот понять саму схему, что это там левостороннее, да, что там, что пересекать, что нет. То есть немножко понять вот эти вот моменты. Так же само, как там куча вопросов про эти тормоза, про то, что там, если там грязное окно, что нужно сделать. То есть, понимаете, куча таких обычных бытовых вопросов, которые просто, ну, многие даже акцент делают на то, что нужно именно конкретно учить, там, именно как поворачивать, как там на кольце, там, то есть, то вы будете уже изучать, когда вы будете проходить обязательные 12 курсов по вождению именно, то есть, конкретно уже будете водить, да. А сейчас вы именно конкретно, у вас теория, то есть вы знакомитесь полностью со всем. И из 40 вопросов реально именно по вождению, вот конкретно, было вопросов 5, максимум 5, вот именно там круговая, там, кого нужно пропустить, как выехать налево-направо, вы поняли, да, на светофоре, как там, если вы поворачиваете там направо, кого нужно пропустить на перекрестке, то есть вы понимаете, да, о чем я говорю? Большинство вопросов это просто вот такая вот теория там про шины, про тормоза, про то там, что нужно там сделать этому, как водителю, если он там злой в стрессе, нужно ему ехать, не нужно, нужно отдохнуть. То есть вы понимаете, это просто вот такие вот обычные вопросы, жизненные. То есть по факту ТТ, знаете, он такой больше не про то, что ты там умеешь водить или нет, там, ну или там понимаешь, да, а про то, вообще ты нормальный человек или нет, как ты бы ответил, да, там, ну, там, даже есть такой вопрос, если вас подрезают, что вы должны сделать там, подрезать в ответ там, начать типа сигнал и фары там включать, то есть вы понимаете, да, выйти типа начать разбираться, либо просто быть терпеливым. Ну, конечно же, быть терпеливым. Вы понимаете, к чему и какие вопросы, да? Вот такие вот просто жизненные, обычные, большинство вопросов, которые, ну, любой человек, он должен их просто знать вот так вот априори.
Ну, я советую всем учить, об этом я запишу еще видео. Именно вот здесь на диске есть именно все вопросы, то есть их там почти 800. И вот в начале, перед тем, как начать тест, вы прочитаете правила, ну, дорожного движения именно, да, пару раз, а потом все именно вопросы, там сразу вопрос и ответ. Вот пару раз просто 800. И поверьте, вот это вообще мне помогло, вот это вообще огонь. Поначалу я проходил тесты, но прикол, вы понимаете, вы проходите тест, а неправильные ответы только в конце, понимаете, и если у вас там 10 неправильных, вы уже забыли, что как, а когда вы сразу читаете и понимаете, как это правильно, оно быстрее запоминается. То есть я советую всем так. То есть вначале все вопросы вот так прочитать и правила. И потом погнали тесты. Когда у вас будет уже каждый день минимум там вот 37-38, ну и там 40 и так далее, то есть хотя бы недельку, то все, можете спокойно уже регистрироваться на то, чтобы сдать тест. То есть если меньше, рисковать нет. То есть хотя бы если раз у вас там меньше 35, то все, это звоночек о том, значит вы еще не в курсе всех событий. Вот я заранее регистрировался за почти 2 месяца. Вот 2 месяца я просто изучал. Скажу, что тщательно 2 месяца? Нет, конечно. Тщательно я учился, читал и проходил тесты 2 недели. Вот по факту за 2 недели я себя натаскал так, что смог сдать, ну вот 38 баллов, да. И много вопросов было с картинками тоже, поняли, картинки, как поступить так вот там, типа, такая ситуация, там, дети бегут, что вы должны сделать, там, остановиться, там, сигнал, либо ехать осторожно и по возможности знать, что вы там остановитесь, да, то есть, ну, вот эти все моментики вы должны понимать, это все просто интуитивно, то есть, если у вас есть логика, вы поймете сами, где этот правильный ответ, но если вы еще их прочитаете пару раз и начнете проходить тесты, ну, 99% что вы сдадите. Просто многие приходят, как я понимаю, так, на авось. Да, легкотня, все, я погнал, и все. Так, продолжаем дальше. Прохожу я тест, прохожу все нормально. И вопросов так вот, я честно думал, вопроса 4 у меня будет неправильно, потому что в парочку вопросах, да, они были по-другому сформулированы, и я вот волновался. Я волновался, ну, как оказалось, зря, видите, всего лишь 2 неправильных. Скажу так, когда был финиш, то есть я позвал эту тетю, говорю, поднял ручку, ну, в смысле, говорю, come to me. Она подошла, я говорю, все, можно, я все. Она такая, точно, типа, все, она мне 2 раза. Я нажимаю уже финиш, там обратно, вы точно уверены? Можете еще пересмотреть. Точно? Она мне, точно? Я говорю, да точно уже все. Ну, зачем это знаете, ну, куда? Окей, все, финиш, бум, и оно кружится вот так вот. Потом так, оп, какая-то галочка. Она такая, я не знал, что это, думал, ну просто типа все, готово, типа. Она такая, о, окей, типа, молодец, и мне вот так показывают. И только потом, когда я уже понял, когда я вышел, когда я открыл результат, я понимаю, что она показала, типа, что у них видно, если галочка показана, то значит зелененькая, то значит все нормально, значит ты прошел, значит хватило баллов. То есть я это так понял. И она мне сразу, молодец, типа, окей, прям там. Я такой, да, ну все, типа, куда, говорю. То есть вы заходите в одни двери, а вы ходите потом в другие, там двое дверей, вы понимаете, да, то есть так вот конвейер, оп. И все, когда мы с ней выходим, там такая комнатка, и потом выходишь в главный холл, где там сидит тетя, которая вначале вас проверяла. Она такая, говорю, она еще мне спросила, это ты типа первый раз, first time? Я говорю, да, говорю, это первый раз, говорю, ну, такая типа, о, молодец, типа, нифига себе. И она со мной идет, ведет меня к этой тете, говорит, все, вот человек сдал, я отдаю свой, а на тест я захожу с этой карточкой и с ключом. То есть у меня рядом еще сбоку лежит моя вот эта карточка и ключик. Я забираю, выхожу, обратно отдаю ключик и отдаю обратно же вот эту карточку. Она обратно все проверяет по новой, подписываю, я еще раз делаю подпись. Я спрашиваю, говорю, там, говорю, так а что, говорю, ответ какой, окей, типа или нет. Она говорит, вам придет все на e-mail. Я такой думаю, блин, капец, там было же написано, что сразу ответ моментально. Но он как и был моментально, просто вы же понимаете, что мой телефон, он лежал камере схову, да, то есть в камере хранения. То есть ответ моментально, как нажал я финиш, вот эта вот что галочка, он уже прошел мне на e-mail, но телефончик же был там. То есть я иду, он говорит, все, свободен, берешь ключик, достаешь вещи, ключик там оставляешь. Ну я, ну все, я понял, ну, открыл, оделся, но телефон я не трогаю, что я там быстро раз не проверял. Все, сказал, до побачення, до новых встреч, сказали, все, мне пока.
Буквально выхожу с вот этих вот дверей, да, вот смотрю на них, вот дверки вот эти вот. Открываю, достаю телефон, опа, а там уже email. И я понимаю по времени, что он пришел 4 минуты назад, что понимаю, что в прямом смысле, как нажал только я финиш на тесте, ответ сразу сгенерировался и пришел мне на email. Все, все, я открываю, там ссылочка, и сейчас давайте я покажу, как все это происходит. Вот такой вот email вам придет после того, как вы пройдете тест, как вы выйдете, да, с комнаты, где проходит тест, вам уже на email пришла вот это вот оповещение, прекрасное оповещение, которое гласит о том, что вы вот обязаны скопировать вот эту ссылочку. Копируем ссылочку. Я просто покажу, как все делать. Может, человек, ну, может, какой-то потеряется. Вас переносят на вот эту страницу. Вы копируете свой номер, вот этот номерок, вот сюда, и пишите свою фамилию, то есть last name, свою фамилию, и проходите капчу, смотрите. Так, это что, это 7. Так, проходим. Так, давайте сгенерируем другую, что-то мне не нравится, это капча вообще. О, понятно все. EDM HHW9. Проходите капчу, нажимаете нижнюю кнопочку, и вам сейчас вас перенесет именно на решение вашего теста. То есть, ну, на то, насколько вы сдали и так далее. Нажимаем. Генерируется. Бум! Сюда. Вы видите, да? Руслан Макаров, драйвер теория тест. Все вы сдали. Здесь рассказывается, что вы сдали на категорию B и W. Тут автоматом ты сдаешь сразу на машину и на трактор. То есть хочешь не хочешь, просто автоматом. И так же само в теории много вопросов про трактор. Я еще задумался, почему так много вопросов про тракторы. А потом, когда начал углубляться, то получается, да, что они автоматом дают сразу вам и на трактор, типа, чтобы... Потому что здесь многие, да, занимаются сельским хозяйством, так что трактор им нужен. И все, вам выбивает. И дальше вот здесь вам говорят, чтобы дальше регистрировать, да, свои learner, да, learner права, перейдите вот на вот эту вот страницу. Ну а о том, как регистрировать и что вам нужно для этого, я расскажу в следующем видео. Я уже все подготовил, и мы сделаем прямо это в онлайне. Я буду делать это впервые, то есть регистрировать свои learner драйвер, то есть свои, да, ученические права с вами вместе. Они будут стоить 35 евро, ну и плюс надо там справку взять по глазам, да, это всем, неважно, в очках вы или нет. Я расскажу, как ее где брать, то есть, ну, там тоже есть свои нюансы, я уже все это сделал. Следующее видео будет про это. Вы получаете вот свой ответик, вы довольны, ну, как я, в моем случае, я доволен, вообще, ребята, с первого раза. Это просто пушка, огонь, ракета. Сюда это все, мама мия, Санта Лючия. Ну, ребята, вы понимаете, да? Движение идет, жизнь продолжается. Life is good просто. Ну, что сказать? Ну, бомба просто. Да, мне 34 годика, мне нет прав. Ну, что поделаешь, ребята? Что поделаешь, так жизнь, так фортуна, так карта лягла. Ну, надеюсь, все, кто будет тоже со мной идти к этому пути, я буду очень полезен. Если у вас есть какие-либо вопросы, ребята, задавайте их, пожалуйста. Подписывайтесь на Инстаграм, пишите в Инстаграме. Здесь в комментариях напишите, пожалуйста, свой опыт. Как вы сдавали свой драйвер теории тест с первого раза или нет. Просто интересно будет узнать ваш опыт, как говорится. Ваши моментики, как у вас это получилось, как вы тоже изучали, может как-то по-другому, не так, как я сказал. Расскажите свой опыт. Но единственное скажу, куча в интернете, когда вводишь, да, драйвер теории тест Ireland, да, куча вот этих вот платных сервисов, типа там за 10 евро. Ребята, это просто, они взяли вот этот вот диск, просто взяли его, перевели. Просто все, они больше ничего не сделали. То есть, если у вас есть желание просто заплатить еще дополнительно, то, пожалуйста, платите. Я никакими сервисами не пользовался, кроме этого диска и бесплатные, которые есть в доступе, да, в интернете. Все, говорится. Ну, а там, как вы хотите. Я не вижу смысла, потому что эти люди просто покупают рекламу на фейсбуках и просто рекламируют типа свои курсы, свои уроки, свои вопросы. Просто скопировано все под копирочку и все. То есть люди ничего не сделали. Люди просто наняли человека, который просто перенес этот диск в виде теста на русском языке. То есть так само, если на бразильском, они работают по всем фронтам. То есть много же иммигрантов тут и беженцев с разных стран. И вот они для них делают типа хорошо, но по факту просто наживаясь на этом. Такие дела. Вот вы открываете, вы узнаете свой, как говорится, ответик. И если тест, как говорится, будет красненьким написано, что вы не сдали, да, то нужно идти и готовиться по новой, да.
Если у вас все хорошо, то следующий этап вы обязаны в течение 2 лет оформить ученические права. Ну, я буду оформлять их, вот сегодня у нас какое? У нас сегодня 5 апреля, записываю это видео. Вот сегодня я буду записывать прямо сейчас, в следующем видео, как буду оформлять ученические права. Кому интересно, ребята, еще раз поздравьте меня, поставьте лайк этому видео, напишите свой опыт, если вы уже сдавали, если нет, то надеюсь, что мое видео было полезным, да, для вас. В дальнейшем я буду дальше рассказывать. Не нужно на тесте стрессовать, не нужно бояться, время есть. Кстати, да, я не сказал, за сколько я сдал тест по времени. Дается 45 минут, я сдал свой тест, у меня оставалось 20 минут. То есть, по факту я сдал за 25 минут свой тест. То есть, на 40 вопросов я ответил за 25 минут. Как-то так. И еще последнее, я это хотел сказать, я вот забыл, потому что длинные видео, да, я люблю, как говорится, поболтать. Я заходил, люди сидели, человека 3, ну, в смысле, было человек 6. Я зашел, люди, да, вот сидели. И когда я выходил, то из тех 6, которых или 5 было, 3 осталось. Вы вдумайтесь? То есть люди до сих пор сидят, сдают. То есть у них там уже осталось, не знаю, там по 5 минут. То есть в прямом смысле, ну, они немножко, да, у них сообразительность, не знаю. Ну, ребята реально сидели, я пришел, они сидели, я ушел, некоторые ребята сидят. Я не знаю, что там думать, там реально, по факту, я думал вот так вот тщательно, да, раза 3-4, чтобы вопросы эти, ну, и ответы, да, сделать репит, то есть их повторно прослушать. Реально, ну, вопросов 5 таких было, что вот так вот, чтобы реально я немножко, да, насторожился, немножко было какое-то напряжение. А так чисто клик, 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 все. Ну, и шло все вот так вот там. То есть все четенько, все классно. Не нужно, главное, стрессовать, не бойтесь. И все оформляйте правильно. Главное, чтобы фамилия, имя было написано. Все четко. Все лишнее лучше положить, чтобы их не стрессовать, чтобы они вас там ни в чем не заподозрили. Обмануть их нереально. Везде камеры, видео. Эта тетя заходит, ходит по кругу каждую там минуту. То есть в прямом смысле полный контроль. И плюс камера на тебя еще смотрит. То есть везде камеры вас ведут прям вот так вот, за ручку. Зашли камеры, вышли камеры. Все. Везде вас, как говорится, за вами большой брат следит. Как-то так. На что, на этом все. Надеюсь, мое видео было полезно. У кого есть какие, еще раз сказал, вопросы, Инстаграм, welcome, подписочка. Не забываем про конкурс, ребята. Кому нужен диск, пишем в комментариях. Хочу диск, либо нужен диск, либо просто диск, свой никнейм свой, да, в Инстаграме, какой у вас подписан, как вы подписаны, подписаться на мой Инстаграм, ну и на Ютубчик. И кому-то этот диск кому-то уедет, и кому-то, возможно, он реально поможет. Я в это по-настоящему верю. Всех обнял, приподнял, всегда на связи.